Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала Семёныч. Ну вот мы снова с вами вырвались на природу, на вот такие вот красивые живописные сибирские места. Ну, как говорится, чем богаты, тем и рады. На дворе у нас середина осени, заканчивается вторая декада октября. В этом году у нас осень как бы не балует сильно. Обычно вот такая вот погода стоит практически весь октябрь, мы еще говорим для лодырей. Но в этом году об этом сказать нельзя, так как вот такая вот погода стоит буквально дней 5, самое большое. А до этого просто лили и лили и лили дожди. Приехали мы на этот водоем с какой целью? Владимир Семенович, отец мой, соскучился по желтому карасику. Кто в теме, тот знает, что это за рыбка. Ну а кто не в теме, это такая вот рыбка, желтопузая, золотистого цвета, небольшого размера, буквально с ладошку с человеческую. Ну бывает и побольше, бывает и поменьше. Но очень вкусная, особенно под сметанкой, либо просто по-сухому пожарен там с мукой или с манкой, без разницы. Но самое главное, как говорится, добыть его. Сарафанное радио нам сказало, что вроде как на вот этом вот водоеме данная рыбка ловится. Ну и мы сюда приехали ее поймать. Рыбачить мы сегодня будем с вами на хапуге. Также я с собой взял вершу, кубари. 1 заводского изготовления и 2 Владимир Семенович сделал собственными руками. Ну и также, скорее всего, поставим 1 сеточку. А то вдруг у нас на хапуге не будет ловиться. На кубаре обычно ловится небольшенькая рыбка, ну бог и знает. На этом водоеме я не был, наверное, со школьной скамьи. Сюда мы приезжали с папиком, когда еще в школе учился, так как от населенного пункта, где мы проживаем, этот водоем находится очень далеко, и мы практически не ездим сюда. Ну, я вот как-то решил изъявить желание приехать именно на этот водоем. А приехать на этот водоем почему? Так как на этом водоеме карась очень вкусный. То, что, допустим, кто знает, кто добывал желтого карася, он знает то, что болото болоту, озеро озеру разница. Вкусовые качества карася совершенно разные. Поэтому время терять не будем, так как солнце у нас практически уже на закате. А приехал я на рыбалку один. Мишаня у меня, школа началась, учебный год. То есть приехала тоже с ночевой. Но если рыба, конечно, хорошо будет ловиться, мы уедем сегодня по темну. Но если она не будет ловиться, то будем, конечно, ждать утра. И будем ночевать здесь. Ну, поэтому не будем терять времени. Надуваем лодку, берем снасти и на водоем. Лодка у меня резиновая, ПВХ. Фрегат 3М. Самая моя первая лодка. После нее уже у меня пошли так, казан, а нет, да, казанка, нет, не казанка. Пошла у меня потом Гладиатор D330 в камуфляже с мотором. Затем я приобрел МКМ-очку семейства казанок. После чего взял казанку 6, которая у меня эксплуатируется под болотоходом. И как-то так вот. С этой я, конечно же, расставаться не стал. Так как, видите, она нам нужна время от времени. Ну и все, погнали. Насос у меня двухходовой, в обе стороны накачивает. Как говорится, дует воздух. Так, одна сторона есть. Ну и теперь вторую сторону накачиваем.
Вот и наша шлюпка накачана, готова. Сейчас берем кубари вот эти вот Владимира Семеновича собственного изготовления. Сейчас я вам покажу. Вот этот у нас заводской. Ну вот здесь вот у нас хапушки в количестве 5 штук. И чаёю от 30 до 45. Ну все. Едем и ставим. Ну и не переключаемся. Я думаю, будет интересно. Народ кто-то лишние дровишки оставил. Молодцы. Лодку бы не продырявить. Вот мы с вами и на воде. Бревнышки. То ли, наверное, когда-то мостик какой был. Интересно, будет сейчас рыбка ловиться? Не будет. Обычно карась хорошо активизируется, когда камыш цветет. Тогда он хорошо ловится. Не успел камыш задеть, уже порезался маленько. Полторашечка висит. Ну, скорее всего, заход обозначает. Вода очень хорошо прозрачная. На гладь озера помаленечку туман начинает ложиться. Так как у нас еще не было такого в последнее время, вот как так вот ясно стало, в основном каждую ночь опускаются минусовые температуры ниже 0. Нет, не сказать, что здесь сильно глубоко. Меня пугали, что здесь глубоко прям. Солнце все на закате. Как мне многие писали в комментариях, кто вперед смотрел мои рыбалки на эти кубари, хапуги, писали и советовали, что необходимо кубари, вот эти верши, ставить ближе к камышу, что мы сейчас и сделаем. Вот в этом вот прогальчике сейчас установим наши хапушки и также установим наши кубари. Вот здесь само то, я думаю. По глубине здесь почти практически чуть больше метра. Вот где-нибудь здесь вот мы и установим их. В качестве приманки я буду использовать оставшиеся после рыбалки на спиннинге вот этой вот приманки. Сделаем вот такие вот несколько катышков. И добавим корку хлеба. И все, я думаю, будет достаточно. И сюда вот в камыш прям закинем их. Ну все, приступаем. Так. Заводская первая у нас. Здесь вот так вот хлопс, хлопс, и вот все готово она. Так как у нас она самая большая, мы сюда и больше приманки положим. Так, еще где-то у нас горбушка хлеба была. И чуток хлеба сюда закинем. Авось за ночь что-то и попадется. Уточки где-то крякают. Но у нас, говорят, основная утка уже ушла. Правда это неправда? Не знаю. Так как была непогода у нас, я не ездил грешным делом. Вот, да практически не на чем ездить. Так. Ну и все, пускай он здесь вот и стоит. Вот так вот. Я думаю, шикардос будет. Это поплавок. А после чего такая вот погода установилась,
всем сразу же понадобилось всякие дела делать. Кому огороды пахать, кому сено вывозить, помогать. В общем, такие вот дела. Некогда нам было ездить. Так, ну и сейчас устанавливаем папины кубари. Для начала нам их необходимо собрать. Собираются они довольно-таки легко. Вот так вот, хлопс. Так, здесь выскочило. Так, вот так вот. Опа. И еще прутик где-то один. Так, надо померить. Такой или не такой? Да, такой. И с противоположной стороны то же самое делаем. Вот так вот, хоп. И вот так вот, хопс. И все. Вот он. У нас тоже самое. Кубарь готов. Что вот он заход у нас. Что там заход. Все хорошо видно. Так, то же самое. Кладем катышек один. И горбушку хлеба. Посмотрим, будут на этом озере работать они или нет. Будет вообще ловиться рыбу или нет. То бог его знает. Так. Ну ее поставим где-нибудь. Вон там вон. Так. Сейчас подплывем. Получше установим. Все. Шикардос. Так, давайте немного отплывем еще. И установим третью. Вот в этой заводе давайте ее поставим. Так. То же самое берем прутки. Один с одной стороны. Так, и вот третий кубарь у нас то же самое готов. Здесь Владимир Семеновича, по-моему, рожки, копыта уже заготовлены. Ну и мы добавим катышек наш и корку хлеба. Дай бог, гальянчики, карасики. Посмотрим, каких размеров попадутся. Попадутся они у нас ли вообще. Так, ну все. Поплавок привязан, привязан. Сейчас поправим. Все, класс. Ловись рыбка большая и маленькая. Нам и добрым людям. Ну а сейчас устанавливаем хапуги наши. Ну вот и наши хапужечки. Скоро у них работа начнется. Как жидкая вода у нас превратится в твердую, то есть станет лед, мы на них начнем удить рыбку всякую. Что-то как-то одна. Так, здесь у нас хапуга с ячой номер 45. Конечно, мало верится, что здесь такая рыба водится. Но чем черт не шутит, как говорится, да? Так, все, вот она расправляется. Здесь, к сожалению, мелко вот так вот. Но ничего страшного. И здесь даже вот этих поплавков будет достаточно.
Так, ну и в таком же духе расставляем в шахматном порядке вот так вот все остальные хапушки. Это у нас попалась самая крупная. Следующая у нас какая будет? Елки-палки, немного путаются друг за друга. Так, это номер 33. Здесь такая вполне возможно будет рыбка. Но опять-таки, как еще раз говорю, она будет ловиться. Мы, конечно же, надеемся. На рыбалку как-никак приехали. Так, достаточно. Так, расправляется все хорошо. Осталось нам только назад немного отплыть. Где-нибудь здесь вот ее поставим. Ну вот и нашу последнюю хапушку устанавливаем. Опа. Поправляем поплавки немножко. Все, стоит прекрасно. Ну и все, осталось только дождаться рыбки. Луна он полная встает. А здесь солнышко уже село. Это у нас 30. Здесь у нас 40. Здесь там 35. Вон там 33. И первая 45. Посмотрим, что они у нас добудут. Ну а мы сейчас попробуем кинуть сеточку одну. И чаей номер 35. Получится поставить, не получится, Бог его знает. В одного. Ну, по крайней мере, попытаемся. Нашли две тычечки. Кто-то до этого сети ставил. Ну и, скорее всего, вот с этой вот затяжены, прям вдоль камышка, вот так вот в сторону машины поставим. То, что машина у нас в той стороне. В идеале это, конечно, было бы, если бы шест был. Но, к сожалению, ничего такого нету. Ну, ничего страшного. Как получится, так получится. Так, где-нибудь примерно вот отсюда вот будем ставить. Глубина здесь небольшая. Берем нашу сеточку и устанавливаем, пробуем. Дай бог получится, если долго помучиться. И вот таким вот макаром, помаленечку, не спеша, устанавливаем нашу сеточку. Ну вот мы, плохо или хорошо, нашу сеточку установили. Я не знаю, камера передает, не передает, так как сумерки уже. Берем нашу тычечку, замеряем глубину, примерно вот так вот, с учетом того, что еще она воткнется, и натягиваем. Я думаю, достаточно. Опа. Ну вот и все. Ловись, рыбка мала и велика. Ну а мы сейчас едем, чайку попьем, ну и, наверное, сплаваем, пока еще светло. В принципе, темень нам не страшна, у нас фонарик есть. Ну ладно, все, поплыли.
на Луну. Ну что, уважаемые зрители, приехал я вот сейчас чаек попить, а перед тем, как выплывать, я решил распутать сеть. Ну как, нельзя пройти, чтобы нормально все были. И к большому моему сожалению не попалось ни единой рыбки. Если вперед, как вы помните, мы рыбачили, не успели ставить сеть, карась уже попадался. А сейчас, увы, его нету. Поэтому принимаем такое решение ложиться и отдыхать. Сейчас попью чайку и до завтрашнего утра, в общем. Что будет, то будет. Что поймаем, то поймаем. Ну и все. Пьем чай и до завтра. Так что не переключайтесь. Надежда, как говорится, умирает последней. Я думаю, будет интересно. Ну все, всем спокойной ночи. До завтра. Ну что, уважаемые зрители, доброе утро. Поначалу как-то уснуть не мог, а сейчас под утро разоспался. Что солнышко уже вон как высоко. Как я и говорил, ночами у нас опускаются температуры ниже 0. Ну и как видите, он ледочек небольшой. Наша шлюпка давление подспустила 100%. Он даже морозец рисунок нарисовал. Ну, как я и говорил. Ну ничего, сейчас подкачаем и на воду. Не знаю, кто заметил, не заметил вчера. Да и сегодня тоже. Почему-то этих чаек нету. То ли уже улетели. Прилетать, значит, они прилетают. Еще лед стоит на реках и озерах. И болотах в том числе. А улетает что-то рано, что ли. Еще, как говорится, он питайся да питайся чужой рыбой. Ну ладно. Поплыли к нашим снастям. Самое главное, чтобы было хоть что-то. А то у меня закрадываются плохие мысли в голову. На солнышке он все равно махом и не исходит. Следы мороза. Так что солнышко наше еще греет и светит. Подплываем мы к нашей сеточке. Сейчас посмотрим, есть что в ней или нет. Подплыли мы к нашей сеточке. Ну, слава богу, рыбка есть. Слава богу. Да. И вроде как неплохо сидит. Уже Владимира Семеновича мы накормим. Но я думаю, даже и себя мы накормим. Свою семью. О, красота какая. Класс. Ну, слава богу, это самое главное. Выбираем, в общем. Вот про таких вот рыбок, кто не в курсе, я имел в виду речь вчера. Вот такая вот золотистая рыбка. Всяких размеров она абсолютно попадается. Ну, самое большое, может быть, что я ловил, может быть, ну, чуть больше ладошки вот такого вот. А так вот в основном самый хороший едовой карасик. Он очень вкусный, как я уже сказал, в сметанке. Ну или сухой пожаркой. Вот он. Видите, на солнышке аж блестит золотом. Вот он, ладошечный. Так что печальные мои мысли, которые в голову лезли, не оправдались, слава богу. Домой мы поедем с рыбкой. В хапуге, то есть, тоже у нас должно попасться, по идее. Вроде плотность хорошая у карасика по сети. То есть там тоже должно быть хорошо быть.
Ну ладно, проверяем нашу сеточку. Встретимся на других снастях, кубарях и хапугах. Что они у нас покажут, какой улов. Закончилась наша сеточка. Поводок дряблый уже, сети очень давнишние, поэтому рвется. Поедем сейчас на хапуги. Удалось нам добыть ни много ни мало. Ну вот с 10-литровой ведерка 100% попалось такой хорошей золотистой рыбки. Сейчас посмотрим, как у нас еще хапуги наши оправдают наши ожидания. Ну все, плывем. Хапушки наши стоят, поплывки видно. Небольшая рябь на воде идет, но ничего страшного. Но я решил сначала мордушки проверю, что в них у нас попалось. А хапуги на самый последний момент оставил я. Так, вот эту вижу. Вода здесь прозрачная, грешным делом. Тут тоже вон вижу. Но самое главное посмотреть, что там у нас добылось или не добылось. Здесь у нас заводского изготовления, да? Да, совершенно верно. Опачки. А рыбки-то и ни одной нету в заводском изготовлении. Так, ладно, подкормку на корм рыбкам пускай остается. Печально. Печально. Я думал, хоть какой-нибудь мелкий карасик, но все равно налезет. И в камыше же все печально. И в других, наверное, ничего не будет. Вот у нас следующее. Оба-на! Видели? В 2 метрах друг от друга стояла. Это значит, попала сюда, вернее. Это изготовление Владимира Семеновича. А в заводскую нифига. Так, ну то же самое. Вот эти вот карасики хорошенькие, покрупнее. Вот он. Вполне едовой, хороший карасик. Его мы в сумку. Здесь вот еще один тоже такого же размера. Его тоже в сумку. Вот гальянчик попался. Такого тоже более-менее размерчика. Было бы их много, их можно, конечно, было бы тоже взять. Именно гальянов. И вот карасики вон попались. 1, 2, 3, 4. Ну что, снасть работает. Не знаю, почему только заводского изготовления не сработало. Странно очень. Так, ну а их вытряхиваем. Пускай плывут, живут, взрослеют. А на будущий год, дай бог, все нормально. Снова приедем порыбачить здесь. Может быть. Да не может быть, а приедем. Так. Ну и поплыли к третьей. Интересно прям. В одну, значит, не попалась, а в другую попалась. Ну, сейчас вот это все решит. Случайность была это или нет. Так. И достаем третью мордушку, вершу или кубарили. Вот. Совершенно верно. Здесь тоже вот один едовой попался. Гальянчик вот тоже попался. Один. Вон второй заячаились. Все живые. Хорошо. Так. Где большой? Вон он.
елки-палки, выпал. Так, вот этого вот мы в сумочку. Вот такие вот гальянчики попались. Вот они. Плыви. Все, упорол. И карасики вот такие вот меленькие попались. Один. Вот гальянчик. Вот они. Карасики здесь все. Все, убежали. Почему-то заводское изготовление сегодня не сработало. Почему, непонятно. Плыви, дружище. Расти дальше до следующего года. Снасти наши разбираем, снимаем. Вроде бы объемные, но когда сложишь, места очень мало занимают. Удобная снасть. Особенно еще когда еще ловится. Так. Ополоснем лодочку нашу. Ну все, плывем проверять наши хапушки. Дай бог, они нас тоже удивят. Я прям надеюсь на это. В любом случае, хоть какая-то, но отличится. Вот подплываем мы к нашим хапушкам. Так, вот она стоит, рыбы не вижу. Мы начнем с самой дальней. Так как, чтобы нам солнце не отсвечивало, не делали мы тень. Здесь вижу рыбу. Вроде как есть. Ну, сейчас все посмотрим. Где-то вдалеке лебедушки. А, вон они летят. Вон они. Косяк. Как говорится, косяк — это не только стая летающих птиц. Скоро здесь жизнь прекратится. Одна белая пустыня будет. Опа! Так, ну все. Здесь у нас... О, елки ты палки! Обалдеть просто! Очуметь! Посмотрите, что здесь творится. Это у нас 30-ка. Это просто обалдеть! Это просто обалдеть! Ну вот кто бы знал, что столько попадется. Даже в одну хапугу. Если бы я знал, я бы и сеть не ставил. Но сеть я поставил, как говорится, чтобы перебдеть. Домой же не возвращаться пустым. Это просто с ума сойти. Сколько попалось рыбы. Очуметь. Это просто обалдеть. И это 30-ка. Зашибись вообще. Ну все, выбираем. Здесь, я думаю, мне надолго. Сейчас камышку я немного подгребу и приступим выбирать. Очуметь просто. К соседней хапушке здесь. В камышок сейчас сюда встанем и будем выбирать. Очуметь просто. Вот это, да, вот это улов да кулов. Ну ладно, все, выбираем. А то это процесс долгий будет. Встретимся на проверке другой хапуги, следующей. Так, следующая хапушка у нас. Следующая хапушка у нас под номером 40. Здесь, наверное, вряд ли что будет. А может, какой и залетит. Нет, нет, уважаемые зрители. Залетели. Да смотрите, какие хорошие залетели. Это уже
Ячья номер 40. Так, нас снова подуло очень быстро. Достаем нашу хапугу. И также поплыли к следующей. Там встанем и будем выбирать. Ячья у хапуги немного крупнее. И, как видите, карась немного крупнее попался. Вот уже с полноценную ладошку. Продолговатый он здесь, не кругленький. Вот такой вот широкий он. Хороший, в общем. Класс. Я думал, что не попадется. Но если у нас бы еще попалась 45-ку, я бы вообще счастлив был. Сейчас я нисколько не сомневаюсь, что в другие хапуги тоже будет рыба. 100%. То, что у нас остались 35, 33 и 45. Проверяем дальше. Так, подплываем к следующей хапушке. Здесь я не помню, какая у меня стоит. По-моему, 35-ка должна стоять. Рыбу вижу, что есть. Так. Помаленечку достаем. Ёлки-палки, она, наверное, да, это 35-ка. Ё-моё. Она тоже вся полная. Уважаемые зрители, я просто балдею от этой снасти. Представляете? Можно сказать, с одной хапуги жареха полноценная. Обалдеть. Ничего себе. Ну все, снова причаливаем. Так, обмыть немножко. Снова причаливаем к камышку, к следующей хапушке. И начинаем выбирать. Не ожидал я, что они так ловить будут глубокой осенью. Ну, теперь буду знать. Так, плывем к следующей хапушке. Номер 33, ячея. Здесь я тоже самое с полной уверенностью знаю, что рыба есть. Я его даже вижу. Только в каком количестве, посмотрим сейчас. Так. Так. Оба-на. Обалдеть. Эти хапуги у нас не только эти ловят рыбу. Снова андатер у нас попался. В мордушках он, значит, попался. Вперед, когда ставили, кто смотрел. И здесь он у нас попался. Ну, елки ты палки. Если мордушка была железная, оттуда нельзя было вылезти. Ну а здесь-то, ё-мо, что тебе мешало? Очуметь. Ладно. Подплываем в камыш и выбираем. Здесь почему-то в 33 карася не шибко много. Наверное, штук 5 или 6 попалось всего. Но самое главное есть. И это уже результат. И неплохой результат. Превзошли все ожидания этих хапуги. Ну и осталась у нас последняя хапуга. Проверить и снять ее. И чьей она у нас номер 45. Вряд ли, конечно, здесь что-то есть. Но тем не менее. Ха, ошибаюсь я. Одна рыбка, но есть. Вот он, карасина, попался. А попался, видите, он бы не попался, выпутался. А видите, в рот попалась у него. И он не отпустил ее больше. Ну что могу сказать, хапуги все сработали. Вот он сразу выскочил. Сейчас покажу я вам его. Вот он. Карасик такой вот попался. Хапушки все сработали, молодцы. Ну все, скручиваем и едем в сторону машины. И выдвигаемся в сторону дома.
Так вот подтягиваю и начинаю скручивать их. Да, хапушки меня сегодня прям очень сильно удивили. Лучше всех поймали, даже лучше сети. Сейчас ее, кстати, поедем снимем и сожгем, скорее всего, потому что она уже дряблая стала. Приобретем новую. Сеткой я рыбачу только вот на желтых карасиков. То, что кто в теме, знает, как их добывают. Больше никаким способом их практически не поймать. Таких ядовых, хороших, можно, в принципе, мордушечками вот этими вот, кубари, верши, кто как их называет. Ну и теперь уже можно вот хапугами прям хорошо. Но не всегда они, конечно, работают. Вперед, мы помню, ставили когда, как вы помните. Первый раз поймали нисколь не меньше, как в этот раз, а второй раз попробовали чисто на хапуге порыбачить. Все, уже не то пальто было. Ясно. Ну ладно, встретимся уже на берегу. Подведем итоги. Вот, уважаемые зрители, закончилась наша рыбалка. Рыбалкой я сегодня очень доволен. Вчера, конечно, было вечером очень печально, расстраивался. Думал, как так? Ни одной рыбешки даже не поймалось. Хотя на закате солнца рыба всегда начинает ловиться. Но в этот раз не произошло. Когда она ловилась, бог знает, может быть ночью, может быть под утро, неважно. Но факт остается фактом, что рыбки мы добыли. Данное озерцо мне очень понравилось. Ну, конечно, в этом году мы уже здесь не порыбачим. У нас то, что буквально через 2-3 недели уже будут морозы. И здесь все застынет. Ну и плюс ехать сюда далековато. Но все равно рыбки мы с вами добыли. Хватит и семью накормить, и родителей угостить. Также помимо рыбки мы с вами добыли андатру. Не знаю, как она попалась. Шанс у нее был. Леску перекусить это в 2 счета. Не стал ее на воде выкидывать, так как она в воде испортится. И все. А здесь после нашего уезда обязательно прибежит какой-нибудь зверек. Типа енотовидной собаки там, или лисички, или корсака. Ну и для какого-нибудь из этих зверьков будет очень вкусный обед или ужин. Очень сильно меня сегодня порадовали хапушки. Прям вообще, я от них в восторге. Они такое ощущение даже больше, чем сетка поймали. Также немного отличились вот эти вот снасти. Кубари, мордушка, верша. Но мне единственное только что поразило, почему заводское изготовление не добыло рыбку, а самодельное изделие Владимира Семеновича добыло рыбку. Меня это прям очень сильно порадовало. Ну и все, сейчас собираем все в кучу, дойдем лодочки обсохнуть немножко, попьем чайку на дорожку и выдвинемся в сторону дома. Также хочу вам напомнить, что ночевал я в машине, вот в таком вот спальном мешке. Ни капли не пожалел, что его приобрел. Мешок этот спальный, я уже собрал, конечно. Мешок этот спальный от фабрики спальных мешков. Северный путь называется. Здесь натуральная овчина. Вот. По промокоду Семенович вам будет скидка на заказ 500 рублей. Также у них еще жилетки есть. Я вот в этот раз чего-то не одел. Ну и все на этом. Спасибо большое всем, кто смотрел. Подписывайтесь на канал. Дальше будет много интересного и много нового. Всем всего доброго и до новых встреч. Где-нибудь на природе, на каком-нибудь сибирском нашем водоеме. На охоте, либо на рыбалке. Одно из двух. Ну все, всем пока. До новых встреч. Чё, тайга, соскучилась? Вот пополек. Твоя любимая рыбка, как заказывал. Ой, какая хорошая. Спасибо, сынуля. Хватит, Леша. О, ох, сейчас с каким удовольствием покушаю. Ну все. Самая любимая рыба. Приятного аппетита. Спасибо, сынок. Тоже поехал чистить.